Журнал капитана. Звездная дата. Так, стоп, это не то. Хорошо, но ролик не об этом. Здорово, бандиты. Уже сколько, блять? Are you crazy? Нет слов. И оправданий тоже нет. Уже 4 дня я капитан корабля, межгалактический торговец и нянька для мелкого нытика в одном флаконе. Начну с небольшого дисклеймера. Конкретно с играми студии Ovalcat я знаком по Pathfinder, но, к сожалению, дропнул его сразу после выхода на берег, когда понял, что соло отыгрывать в этой игре невозможно будет. Со мной буквально кот начал разговаривать и в спутнике набиваться. Нет, спасибо. Но, пройдя Балдуру, может быть, о ней ролик когда-нибудь будет, я решил дать играм Ovalcat еще один шанс. Тут уже и я привык к партийкам, и сама вселенная Вахи мне очень нравится. Не пожалел. Обо всем по порядку. Конкретно спойлеров мейн-квестов не будет, кстати. В этой игре вам придется очень много читать. Какая-то часть текста в игре озвучена, об этом далее, но большая часть нет. Ладно бы воды в диалоге налили, так нет же. Каждый выпук, каждое диалоговое или всплывающее окно несет в себе целый танкер информации. Полезный, углубляющий мир самой игры и раскрывающий события и персонажей. Глаза только к 40-му часу немного устали, но не страшно, оно того стоило. И в определенный момент действительно игра захватывает настолько, что хочется всосать каждую деталь о мире, который прописали разработчики. Озвучка диалогов, пиздец, парни, это разъеб. Астарион, Кратос, Трой Бейкер могут цепным мечом по хребту получить от этого пожилого мужчины. What stands out from your recent accomplishments is the suppression of a rebellion on Janus, the battle against the arch-enemy's minions on Kiava Gamma, and, of course, the unusual interest the Drakari have shown in you. Then that is what we will discuss. Глава Инквизиции, между прочим. Или это воровка кошельков и мужских сердец. Shireen. The burden of a trade representative of the Imperium is a hefty one, especially when said representative is dabbling in the cold trade on the side. Whew, it is exhilarating, as if everyone suddenly became allies and enemies at the same time. So how are you doing, oh precious apple of my eye? Ладно с ним диалоги. Понятно, должны быть на высоте. Ты большую часть игры с кем-то лясы точишь. Послушай, что они отгрохали на боевые сцены. Got a war face? Ah! That's a war face! Now let me see your war face! Another stroke of genius! И ты каждый бой слышишь, как твоя верная свита с яростным криком кромсает вражин. Кстати, о свите. Я до сих пор не представил тебе команду. Встречай. Кавасаки! Каго! Крико! И Стрипер. За время, что я провел в игре, они мне стали как родные. С каждым хотелось поговорить и больше узнать. Кроме тебя, Ирлет, ты падаль ксеновская. И, собственно, игра тебе все возможности предоставляет. У каждого спутника есть квестовая линия, не как отдельный кусок истории, а вплетенная в общий сюжет игры. К сожалению, всех спутников мне собрать не удалось. Я в один момент либо проебался, либо багануло, а одного перса и вообще убил. Как потом оказалось, он мог стать спутником. Спутники не только уникальны сами по себе, но и обладают дополнительным набором скиллов, который присущен только им. Но это больше про игромеханическую часть, о ней позже. Мало того, что свита твоя сама по себе достаточно колоритна, история также подбросит тебя с дюжину хорошо прописанных и интересных персонажей. Матерый пират, глава пустотного братства, ты глянь какая красотка. Шеф преступного синдиката, взявший под свое крыло колонию и превративший ее в пиратский порт. Или вот батюшка, правильнее будет назвать его, наверное, священник, словом и делом обращающий беззаконников и прочую мерзость к свету императора. На первый взгляд покажется, что вот они, стереотипичные образы, плоские и неинтересные. Но пара-тройка диалогов и вот, священник уже не такой уж святой. Пират не матерый, а шеф... Нет, он просто шеф. Сказать что-то больше я не могу, не хочу спойлерить, поэтому перейдем к истории. Тут тотальный разъеб. С душой делали. Каждый квест может поставить тебя перед сложным выбором. Была парочка расследований, от итога которых зависит судьба твоего мира. Так или иначе, каждый персонаж зависит от принятого тобой решения. А на более поздних стадиях игра сама тебе подчеркивает, как конкретно ты повлиял на то или иное событие. В Rogue Trader поднимаются достаточно спорные вопросы, которые было бы интересно обсудить. Например, что религия для человека? Отдушина
путеводный маяк или тяжкое ярмо догм, тянущее вниз и мешающее развиваться. Утилитаризм и ценность человеческой жизни в масштабе целого вида. И вопросы не только про человечество, другие виды, как с ними взаимодействовать, стоит ли истребить или попробовать договориться. А может лучше вообще не контактировать. На каждый из вопросов придется самому искать ответ. Благо в руках вольного торговца есть большая власть и не менее большая ответственность. Кстати, об этом. Лично мне поначалу было реально сложно отыгрывать властного представителя знати. Хотелось как-то все для простого люда, за все хорошее, против всего плохого, ведь в большей части из современных игр нас проводят по тропе, в конце которой всеобщее счастье и благополучие, а когда пытаются выдать так называемую серую мораль, выходит пафосный пердеж о банальных вещах для дошкольников. Реальность такова, что спасти всех не получится, и настоящий лидер — это тот, кто не боится принимать тяжелые решения, решения, от которых зависит судьба целых звездных систем. В один момент придется столкнуться с политическими интригами и манипуляциями, и как на шахматной доске необходимо будет решить, чем пожертвовать. Хотя никто не мешает болт забить на всю эту лабуду и просто отыгрывать безумного маньяка, жаждущего только огня битв. И в конце, когда придет время пожинать плоды собственной гордыни или наоборот милосердия, музыка этот миг усилит в 100 крат. Значит, музыка. Эпично, стильно, красиво. Слышно, что разработчики старались над каждым треком. При встрече с некоторыми персонажами играет определенная тема, и она тут же врезается в голову и ассоциируется именно с ним. Бывали моменты, когда трек был подобран настолько идеальных ситуациях, что в голове промелькает мысль: вот он, вот этого я ждал. Бля, вот это вот я хотел от игры, чтобы, сука, важные мира сего начинали между собой склоки, там, хуё-моё, друг друга нахуй посылали. Вот это вот, блядь, красиво. Будь то боевой марш, отзвук хтонического ужаса, за которым обязательно последует варп, или эмбиент космоса, все прекрасно играет на атмосферу. Под конец я, правда, наткнулся на босс-файт, в котором музыки почти не было, и глаза устали читать настолько, что пошла шиза. Yes. Нет. Шкибиди-дуб-дуб, yes, скибиди-дип, скибиди-дуб. Шкибиди-дип, шкибиди-дип. Кто? Ты. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Блять. Графика. Тут насрали. До уровня Балдуры далеко. Оно и понятно, денег мало, студия маленькая. Это если говорить конкретно о текстурах и прочей лабуде. Ну хрен бы с ним, ты посмотри на эти арты. У каждого значимого персонажа шикарно прорисованная, как назвать, пусть будет аватарка, а оформление. Сколько внимания к деталям. Каждый уголок проработан или стилизован так, чтобы показать тебе: вот он, Вархаммер. Готическая фэнтези так и льется в глаза. Просто песня. Рассказывая о команде, я упомянул дополнительный пул скиллов. Так вот, скиллов, пассивок, механик. Здесь просто жопой жуй. Тут тебе и пошаговое сражение на земле против врагов человечества, и космические баталии с применением огромных корабельных лазеров, и даже менеджмент ресурсов. Персик, ты дурак? Так вот, менеджмент ресурсов в виде управления собственными мирами. Я не говорю колониями, потому что речь идет именно о мирах, которые населяют миллиарды людей. И от одного твоего решения может зависеть, устроят ли, например, на одной из планет генетическую чистку, чтобы избавиться от заразы, или накроют все экстраминатусом. Игра предоставляет огромную свободу выбора, иногда даже слишком большую. Честно скажу, я поначалу увидел в систему прокачки и потерялся немного. Это было до патча, в котором разрабы все скиллы удобно поделили по группам. И рядовой игрок наверняка тоже потеряется, что повышает порог вхождения, который и так высок. Хотя партийки снова потихоньку набирают обороты, и кто-то скажет, что они не умирали в общем, а всегда были нишевым жанром, берущий свой исток из настолок. Отчасти так и есть. Буду надеяться, что массовый игрок чаще начнет обращать внимание на подобные проекты, особенно по Вахе. Редко где можно встретить настолько широкий простор для творчества и созидания. Но я отвлекся, речь зашла о механике. Как происходит стандартный бой в Рок-трейдере? Рассчитай по секундам, когда генералиссимус примархов Гардемарин Инквизиции Зератул выйдет в ларек за водкой и печеньями. В этот
этот момент успей выйти в Т3 и задавить противника рашем Гаргулии. Почти. Выставил бойцов, если это не засада, но так, чтобы друг друга атаками по УЕ не пизданули. Пробафался и вперед, мочить всякую падаль. Если засада, то выставить заранее на выгодные позиции не получится. В зависимости от того, как ты собрал и выкачал пати, повторюсь, выбора раскачки тут очень много. Будет и зависеть твой стиль ведения боя. Хочешь, собери пачку танков и впитывай дамаг, пока пара снайперов выносит главные цели. Хочешь, разбафай одного и им вынеси всех вражин. Варианты есть. Я к концу 3 главы так и делал. Пишу конкретно эти строки сценария, только что завершив прохождение. И вот что скажу. Это большая игра. Реально большая. И хорошая в плане сторителлинга. Эпичность, музыка, архетипы персонажей, окружение. Все играет на то, чтобы создать ощущение настоящего Power Fantasy. И у них получается. Начиная со 2 главы, после того, как ты более-менее разобрался в механике, сколотил свою банду. Каждый успешный выстрел, каждая хитровыебанная комбинация отзывается в мозге дофаминовым взрывом. Бум. Бум. Нормально. А конкретно у меня все, что происходило после 3 главы, шиш, парни, не иначе как резнёй я назвать не могу. За один раунд поганые ксеносы и прочая мерзость лопалась как воздушный шарик. Кстати, отдельного внимания стоит здешняя система кармы. Эдакий выбор догмы, которой будет руководствоваться твой персонаж при принятии решений. На выбор 3 варианта. Догматик, праведный слуга императора с огнем в глазах и болтером в руке, готовый карать врагов человечества и вздергивать провинившихся за любую ересь. Схизматик, эдакий в доску чувачок, ценящий прежде всего трезвый расчет и жизни своих людей. И еретик, алчущий силы, непостоянный, отвергающий устаревшие верования империума махинатор. Небольшой совет. Выбрав путь, следуй ему до конца. Вне зависимости от бонусов, которые они предлагают. Это нужно для качественного отыгрыша. Не повторяй моей ошибки. Прочитав, что следуя одному пути ты можешь получить бонусы других не выше 2 ступени, я решил, что сначала все вкачают до 2, а потом перейду на 3. И когда пришла пора больших решений, мне не хватило ступени, чтобы отыгрывать еретика, как я хотел. В общем, о бонусах не парься, игра не настолько сложна, чтобы высчитывать каждый миллиметр и гнаться за метой. Хотя вот с блокнотом мне пришлось поиграть. Разведывая миры, коих тут много, наталкиваешься на ресурсы. Сразу забрать их не можешь, потому что необходимого расходника нет. А ресурсы нужны, чтобы миры развивать. Или особо сильная пачка врагов, с которой может упасть куча лута для торговли и накапливания репутации у вендоров. В итоге открываешь блокнот и записываешь название мира, чтобы потом вернуться. Спасибо Стиму за хорошую функцию. Кстати, помнишь систему Radiant квестов из Скарима, когда бесконечно и рандомно генерировались зачистки подземелий? Так вот, тут пока ты путешествуешь от системы к системе, на корабль могут напасть. Его может охватить варп-шторм, и в зависимости от сложности маршрута, сложность самого энкаунтера варьируется. Поначалу даже страшно летать по красным маршрутам, за команду беспокоишься, мало ли какая тварь вылезет и всех порешит. Но потом, когда раскачаешься, можешь смело врываться в любое столкновение и кромсать вражин. Кстати, в некоторых моментах при наведении курсора на строчку диалога будет показано, что ты получишь в качестве бонуса. Мелочь, но я изначально внимания на это не обращал и играл, так сказать, от души. Касательно багов. Неоднократно на стриме спрашивали, лично у меня баганулся квест спутника. Я чела убил, а квест продолжал висеть. И пару раз в Т-позу вставали юниты на локации. Ничего критичного. Это далеко не все, что мне есть сказать по Роктрейдеру. В дальнейшем, скорее всего, я к этой игре вернусь, потому что хочу перепройти уже с полной кармой и конкретным отыгрышем. Подводя итог, скажу, что у Ovalcat получилась добротная партийка по Вахе, и я рекомендую вам в нее поиграть. Это был Гердос. Играйте с кайфом.